Привет, YouTube. Сегодня я третий дубль, наверное, уже снимаю видео про то, как я использую телевизор TCL 55 диагональ C745 в связке с приставкой PlayStation 5. Те блики, которые вы видите на экране периодически, то есть, да, засветы, там светлые, вот как сейчас в самом начале видео это было, сразу хочу вас предупредить, что это связано с тем, как передает картинку камера, на которой я снимаю. По факту вы ничего такого не видите. На этот счет я предыдущие видео снимал, рассказывал все подробно. Кому интересно, можете, кто не видел, можете посмотреть, зайти предыдущие видео. На этом не буду останавливаться, постараюсь кратко, быстро рассказать про основные настройки, перейти в режим игры и показать вам все необходимое. Итак, друзья, тут разные игры у меня. Ну, я, наверное, пару игр покажу вам. Заходим в настройки, выбираем экран и здесь выбираем разрешение. Разрешение у нас сейчас установлено автоматически. Ставим, да, 2160 пикселей. Дальше VRR. VRR это переменная частота кадров. То есть, ну, для того, чтобы, кто не знает, то есть сразу говорю, эта функция не во всех телевизорах присутствует, и она требуется для того, чтобы у вас, если игра поддерживает высокую частоту кадров, чтобы частота кадров, то есть переменным образом менялась. Дальше, применить к поддерживаемым играм ставим на режим включено. Дальше, вывод 120 Гц у меня стоит автоматически. Игры, которые не поддерживают, будут автоматически выключаться этот режим. Также сразу на этот счет хочу сказать, в настройках самой игры тоже этот режим вывода на 120 Гц тоже нужно установить. Сейчас я вам это покажу. Дальше, ALM. Режим низкой задержки у нас включен автоматически. То есть он либо выключен, либо включен. Дальше, передача 4К данных включена. HDR всегда лучше включенным оставьте. Игры, которые не поддерживаются, но они даже чуть лучше будут смотреться. Регулировка HDR. Мы ее сейчас не регулируем. Deep Color автоматически установлена. И диапазон RGB автоматически установлен. Все. Больше в настройках самой плойки ничего делать не нужно. Дальше. Переходим к самой игре. На примере Call of Duty. На примере Call of Duty. Сейчас, прежде чем я начну игру, сразу покажу вам, что для того, чтобы 120 Гц поддерживалось, нужно включить этот режим. И какая, то есть, особенность будет при включении этого режима. Если честно, я сильно разницы не ощутил, но хотя по ощущениям, конечно, показалось, что 120 Гц как будто чуть динамичнее игра в этом режиме. Вот. Значит, заходим в настройки, перед тем, как игру запустите. И в настройках переходим в режим графика. Вот, всем видно? Да, я вижу. Так, записывается нормально. Дальше. Переходим здесь в режим, ниже спускаемся. И вот он. Вот этот режим. Обзор. Сейчас я немножко, наверное, экспозицию поменяю. Вот. Частота обновления 120 Гц установлена. Режим отключен у меня. Сейчас я не включал этот режим. Ну, сейчас я его включу, потом отключу, тоже покажу, как можно играть. В принципе, особо ничего не поменяется. Так, чуть-чуть динамичнее игра будет. Ну, и на мой взгляд, я не знаю, камера это не передаст, скорее всего. Мне кажется, картинка, хоть и 4К включена, будет чуть-чуть мыльная. Так, угол обзора 120 градусов. Я играю в таком режиме, ну, кому как удобно. Про настройки еще раз оговорюсь. Кому интересно, пишите в комментариях, кому интересно, как я настроил плойку для игры на джойстике. Через телевизор. Я сниму отдельное видео. Поэтому пишите комментарии, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал, пожалуйста. Так, что дальше? Так, 120 Гц я включил режим.
секундочку, компания. Компанию сейчас запускать не буду. Наверное. Так, режим DMZ тоже не буду включать. Блин, знаете, до того, как я скачал, удалил полностью, скачал обновление, у меня была возможность играть в режим сетевой игры, режим призраки был. Ну, сейчас что-то не могу этот режим найти. Пару дней, наверное, уже. Кто знает, как это сделать, напишите в комментариях. Буду признателен. Так, дальше. Так, актуальная Warzone, ну или Warzone включить. Давайте сейчас посмотрим. Может, здесь найду. Просто там есть карты, в которые мне кайфово играть, и, соответственно, я в них играю. А с других режимов почему-то, не знаю, рандомно они выскакивают, что-то я не настроил. Надо, конечно, пока поковыряться в настройках. Рейтинговая игра. Ну вот, собственно, да, наверное, я нашел то, что искал. Так, добыча 4, рейтинговая игра Warzone. Или это не точно? Нет, наверное. Сейчас, секунду. Добыча 4, сдерживание. Нет. Сейчас постараюсь побыстрее включить, конечно. Как вы заметили, я не знаю, говорил уже или нет, уже третий дубль снимаю этого видео. Говорил или нет, я одним единым целым кадром снимаю свои обзоры, чтобы не было вопросов по поводу того, что там я вмонтировал, что-то вмонтировал и так далее. Я снимаю на свой телевизор свой опыт использования. Поэтому, кстати, мой канал называется Experience, то есть опыт. Так, повтор. Что он не подключается к серверу. Заминка. Сейчас посмотрим. Ждем загрузка статистики, чертежей оружия. Кому интересно будет, также, кстати, пишите в комментариях. Могу снимать стримы. Ставьте лайки, пишите комментарии. Как бы я буду понимать, что вам это интересно. Чем больше лайков, конечно, наберет это видео, тем больше я буду понимать, что есть смысл снимать стримы с разными играми. Поэтому как бы лайкуйте, и будет дано вам. Так, наземная война режим. Так, давайте, наверное, его включим. Как быстро летит время, пока все необходимое включил. Кратко постарался рассказать. Уже 8 минут видео записываю. Ну ладно, надеюсь, видео не покажется для вас слишком душным. Ну, я имею в виду нудным, или что здесь как будто много воды. Ну, опять же, если есть какие-то предложения, вот, пишите в комментариях. Так, начать игру. Буду надеяться, что выскочит карта, которая мне более-менее знакома, потому что я не во всех картах, конечно, хорошо умею играть. Вот. Ну, видео сейчас для вас снимаю с целью показать, как отрабатывает телевизор в тех или иных режимах, поэтому я сильно на игре концентрироваться не буду, поэтому не осуждайте, я не топовый игрок, сугубо любитель. Пинг в данный момент 78 миллисекунд. Кошмар. Ну, надеюсь, игра не будет сильно подлагивать. В общем, сейчас посмотрим. Ой, нет, слушайте, этот режим я точно играть не буду. Shipment нет. Потому что там беготня среди контейнеров. Меня она бесит. Бесконечное убийство. Не хочу этого делать. Более-менее что-нибудь такое просторное, свободное включу вам. Конечно, если бы я снимал свои видосы с монтажом, ну, конечно, всего вот этого лишнего не было бы. И я бы включал необходимую игру сразу для вас. Но так как я одним единым кадром снимаю, друзья, ну уж прошу меня понять правильно. Поэтому вам приходится столько ждать.
столько слушать мою болтовню за кадром. Вот, и поэтому, ну вот сейчас вроде подключение пошло. Надеюсь, карта будет хорошая, которой можно будет сыграть. И еще, кстати, по самому телеку, сейчас я вам покажу. Есть здесь кнопка, ой, нет, не видно. В общем, кнопка, которая на пульте включает режимы изображения. Когда включаете игру, изображение, видите, автоматически переключается на игру. Звук тоже на игру. Но если вы эту кнопку будете нажимать и удерживать, вот как я сейчас это делаю, вот видите, у вас включится вот такой вот режим. Вот. Можно включить или отключить прицел. Сейчас я могу, кстати, его включить. Прицел можно... Ой, господи, режим теней. Прицел можно настроить, то есть по цветности, по размеру. Вот видите, фигура, кружочек и так далее. Вот, по цветности, светлый, темный. И размер. Размер маленький, средний или большой. Ну, кому как удобно, я не знаю. Это хакерская фича, которая, ну, кому-то, наверное, позволяет играть, кому-то нет. Вот смотрите, FPS в верхнем углу 119,9 указано. Это для тех умников, которые пишут, что якобы плойка не поддерживает 120 Гц режим, 120 кадров в секунду. Картинка, конечно, более плавной становится благодаря этому. Вот, VRR у нас включен в данный момент. Так, давайте эту штуку сейчас отключу, прицел у нас останется на месте. Вот, смотрите. Ой, слушайте, я никого не убил, похоже. В общем, я не буду, друзья мои, я не буду... О, кого-то замочил, хорошо. Меня тоже. Я не буду стараться как-то показать себя, какой я там супер-пупер игрок, хороший или плохой. Ну, как бы обзор посвящен тому, как картинка отображается. Вот, поэтому... Ой, меня сейчас замочит, точно. Поэтому я долго снимать не буду, то, как я играю. Сейчас, в общем, с прицелом все понятно, да, наверное? Я сейчас его отключу, потому что он мне мешает, если честно. Вот. Ну, вам я, в общем, показал, да, как что работает. И еще раз оговорюсь, вот, смотрите, FPS 119, давайте побегаю, наверное, вы посмотрите, меняется ли FPS. Ой, ё-моё, я, похоже, оружие какое-то дурацкое выбрал. Сейчас, секунду. Все, меня замочили. Сейчас, один моментик. Да что ж такое-то? Ага, нет, это режим игры такой. С другим оружием. Нет у меня другого оружия. Ну, все, замочили меня. Вот, я сейчас вам специально демонстрирую, как отрабатывает 119,9 у нас кадров в секунду. Не знаю, если какие-то программы есть, которые могут тоже это замерить, пишите в комментариях, я установлю и отдельное видео сниму на этот счет. Ну все, меня замочили. Так, ну, эта карта не особо мной любима, если честно. Я не оправдываюсь, просто меня бесит в нее играть. И поэтому как бы я здесь особо даже и не показываю каких-то супер-пупер навыков. И вот эта вот карта меня, кстати, тоже бесит тем, что здесь типа играешь, убиваешь противника, и если ты его убил, ты его оружие забираешь. Ну блин, ну как бы ладно, я просто не буду сейчас ковыряться, другие карты искать. Кому интересно стримы, пишите, я отдельно сниму, уже говорил об этом. Вот видите, оружие противника забрал, замочил его. Вот, 119,9, блин, я не знаю. Конечно, включу сейчас Человека-паука, вы посмотрите, как это работает. Ладно, давайте выйдем из игры. И
вы посмотрите, вот 120 Гц, видите, справа в углу отобразилось 3840 на 1160. Так. Кстати, нет. Я сейчас не буду переключаться, друзья. Вы уж меня извините, что видео слишком долгое, наверное, получится. Но я вам все-таки, как и обещал, покажу. Переключу сейчас режим. Режим 120 Гц я отключу и включу снова колду. Посмотрите, насколько динамично, какая динамика в кадре, в общем. Так, графика. Насколько динамично отрабатывает. Да, вот у нас сейчас включен угол обзора 120. Все, я выключил режим 120 Гц в самой игре. В настройки телека я не буду лезть, чтобы отключать этот режим, друзья. Ну вот, картинка, такое ощущение, знаете, как будто становится более четкой, что ли. Как я ранее говорил, даже сейчас вы, может, заметите, то есть при 120 Гц, включенных в игре в Call of Duty, в той же, вы увидите, знаете, некое такое мыло, то есть слегка замылено становится игрушка. Не знаю, может, это кто-то, конечно, говорит, что такое. Кто-то говорит о том, что это плойка так отрабатывает. Так, не подбор, повторите, ошибка. Давайте сейчас выйдем, зайдем. Ну, нельзя, конечно, посреди игры вот так выскакивать, иначе вообще даже в игру могут не допустить какое-то время, насколько помню. Ну, так я сейчас снимаю обзор, поэтому вот сейчас вы обратили, наверное, внимание, 120 Гц, 60 Гц телек отобразил. Это так, как в настройках самой плойки сейчас режим 120 Гц включенный, поэтому в общем, он так включился, отключился этот режим. Ну, в самой игре я этот режим сейчас отключил. Вы на это, наверное, обратили внимание. Сейчас посмотрите. HDR10 у нас включился. Ну да, в режиме HDR10, конечно, картинка такая очень четкая. У меня, к сожалению, нет приставки Xbox. Вот. Кто живет в ближайшем Подмосковье или в Москве, кто хочет протестить приставку Xbox, пишите мне в комментариях, либо на почту, еще проверю почту я привязал или нет. Можно будет вместе увидеться и с Xbox, в связке с Xbox проверить данный телевизор, как бы посмотреть, убедиться, как телек отрабатывает в связке с Xbox. Так, сейчас включаем. Немножко подождать придется. Кошмар, уже 20 минут я видео снимаю. Ну, надеюсь, конечно, вы с пониманием отнесетесь к этому, потому что видео снято одним кадром в режиме игры. Оно, конечно, не может быть более коротким, потому что, тут, видите, нюансы подключения к игре есть, особенности настроек разных режимов. Вот. Так, сейчас подключится. И быстренько проверим и перейдем к Человеку-пауку. Я думаю, что вы посмотрели, убедились, какая картинка, как отрабатывает в разных режимах тоже. Кто дошел до этого момента в видео, почти 20-минутного, не выключайте, дождитесь окончания видео, потому что я про то, как телек справляется в связке с приставкой PlayStation 5 в игре Человек-паук. То есть покажу вам картинку. А сейчас, так, в продолжение смотрим, как Call of Duty у нас отрабатывает данная приставка. Так,
Ну что ж, сейчас также сразу включу, вы убедитесь. Вот, видите, FPS 59,9 у нас отображается. Ну, пока немножко поиграю, покажу вам, что не меняется у нас раскадровка. Похоже, меня кто-то сзади зацепил. Так. Ну все, замочили. Mozilla из меня еще тот. Ну ничего, замочил я вроде этого чувака. Так. Опачки. Ну все, друзья, переключаюсь на Человека-паука, а то такое чувство, что я уже залипаю. Будто залипаю. Так, режим отключаем. Ну, 120 Гц, конечно, чуть прикольнее, но 60 Гц, то есть 60 кадров у вас будет этот телек отрабатывать. Я могу сказать, знаете, как, друзья, на этом телеке можно и в режиме 60 Гц играть вполне, и это будет играбельно, и при этом у вас будет режим HDR включен, или Dolby Vision, если, например, поддерживает игра. Картинка будет более, знаете, контрастная, более четкая, иными словами, и, соответственно, будет играться вам приятнее намного. Вот. Все, видите, замочили. Я потому что не играю в одной руке, держу пульт сейчас, чтобы переключиться в другой. У меня джойстик. Так, все, выхожу я из игры. Кстати, как настроить Aim Assist? Это автоприцел в использовании джойстика при игре в Call of Duty. То есть, кому интересно, как его настроить, как он работает вообще, пишите комментарии, я сниму про это отдельный обзор, кому интересно. Так. Все, выходим мы из игрушки. Так, друзья, переключаемся на Человека-паука. О, господи, уже 23 минуты снимаю это видео. Ну что ж, ну, надеюсь, вы ко мне с пониманием отнесетесь. Так, так. Все. 2140, 2160. Так. Угу. Так, на том месте, где я остановился. Так. Давайте настройки сейчас проверим. 120 Гц. У нас, видите, режим автоматический, либо выключен. Сейчас вот его выключил. Вот. Давайте пока с включенным режимом поиграем. Потом я его выключу. Снова посмотрите, как все это дело отрабатывается. Другие настройки я здесь не трогаю. Как бы, если интересно, про это отдельное видео сниму. Как бы, много реально времени занимает. Продолжаем. Так. Так, смотрим на то, как отрабатывать. 119,9 у нас, как видите, в верхнем левом углу. 120 Гц. Картинка. Так. Ну, эта игрушка такая, знаете, она в основном... давайте, наверное, другую переключу.
сюжет, потому что болтовни очень много, здесь такая сюжетная игра. Так. Так, один моментик. Давайте, наверное, другой сюжет выберем. Так, смотрим. Так, я сейчас особо не буду вдаваться в подробности геймплея, друзья. Вот, поэтому не обращайте внимания, как бы, потому что не совсем удобно концентрироваться. В общем, как-то так. Так, 120 Гц у нас сейчас включено. Вот. Геймплеем, в общем, я сейчас заниматься особо не буду. Ладно, главное, чтобы вы посмотрели, как отрабатывает картинка. Так, смотрите. Сейчас один момент. Настройки, настройки, настройки. И сейчас... Так, в самой игре я не переключал, если честно, режим картинки визуальный. Ну вот, 120 Гц сейчас выключен у нас. Сейчас мы этот режим включим. Так, автоматический. Все, режим автоматический мы включили. Смотрим. Так. Ну, вы для себя сами вывод сделайте, насколько... Так. Как вам картинка? Пишите в комментариях также. Ой, тут просто сейчас динамичный, конечно, режим. Я включил не режим, а сюжет. Надо было что-нибудь попроще переключить. Потому что вот это все, знаете, его ранит. И все краснеет вокруг. Не совсем, конечно, комфортно вот так вот играть. Вот. Все, замочили. Так, 120 Гц режим включен. И я, наверное, сейчас уже буду закругляться. В общем, снова включаю. Вот, обратите внимание, режим FPS 119 отображается у нас. Так, L1 и... Ну, чтобы вы удостоверились, что у меня сейчас этот режим включен. Вот, смотрите, картинка не скачет. Все нормально отрабатывается. И раскадровка тоже не скачет. 119,9, как видите. Так, все, видите, меня замочили, потому что я переключаюсь между игрой и пультом. В общем, кому интересны будут стримы с игрой, пишите, я могу заснять. Конечно же, стримы я буду снимать уже не в режиме, так как я сейчас снимаю, то есть на камеру, а, понятное дело, буду
снимать стримы непосредственно с картинки передаваемого сигнала в телевизоре. Вот, поэтому, друзья, кому интересно, ставьте лайки, пишите комментарии. Чем больше лайков поставите к этому видео, тем больше я буду понимать, что необходимо снять дополнительные видосы про настройки, а также про режимы игры и про стримы. Вот, поэтому, в общем, пишите комментарии, задавайте вопросы. Буду закругляться, друзья, потому что полчаса прошло, и, конечно, я понимаю, это ваше время в тот же момент. Кстати, кому не хочется какие-то моменты прослушивать долго, ставьте YouTube в режиме быстрого просмотра. Там можно до 2, по-моему, скорость прибавить. Я буду очень быстро говорить в этом случае, и вы будете картинку перематывать иными словами в режиме реального времени и слушать, смотреть обзор. В общем, друзья, всем пока. Обязательно не забудьте подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. И ставьте лайки, конечно, лайк опционально. Всем пока-пока.